Добрый день, с вами канал Интерес, и сегодня поговорим мы с вами на интересную тему, как легко организовать на своем дачном участке лечебную грядку из правильных и нужных для нашего здоровья растений, и при этом не обязательно их искать в лесу или на полках магазина. А можно уделить особое внимание траве зверобой, ведь зверобой можно отваривать как чай и пить при проблемах с желудком, поможет также при проблемах с печенью и с мочеполовой системой. Совсем недавно клинические исследования доказали эффективность зверобоя при лечении нервных расстройств в качестве антидепрессанта. Он обладает антисептическим, желчегонным, ранозаживляющим свойством. Эта трава содержит в себе витамины С, П, Е, фитонциды, никотиновую кислоту, каротин, горькие и дубильные вещества. О полезности ее и не поспоришь. Самый простой вариант получить себе такую траву на участке – найти ее, где она цветет в естественной природе, выкопать с корешками и пересадить ее к себе на участок. Второй вариант – посадить семенами весной или осенью. Но в этом случае зверобой зацветет только на следующий год. Если вы решили посадить все-таки весной семена, не забудьте стратифицировать их, прежде чем высаживать. Кто не знает, что это такое, то это процедура замораживания влажных семян в холодильнике на период от 1 до 2 месяцев, прежде чем их высадить в грунт. Чтобы не проводить процедуру стратификации семян, то тогда садите семена осенью. Стратификация в этом случае пройдет естественным путем в земле. Второе растение – это душица. Если вы любитель использования приправ в ваших блюдах и частенько пользуетесь приправкой орегано, то тогда это растение для вас. Ведь собрав листики, измельчив их, вы можете получить вашу любимую приправу со своего дачного участка совершенно бесплатно и в большом количестве. Из душицы получается очень полезный и ароматный чай. Это очень выносливое и неприхотливое в уходе многолетнее растение. Посадить семена можно как весной, так и осенью, через рассаду или же сразу в грунт. Это растение очень полезное и содержит в себе аскорбиновую кислоту, эфирные и дубильные вещества, применяется при болезни ЖКТ, болезнях органов дыхания, обладает противовоспалительным, антибактериальным и отхаркивающим средством. Эта трава входит в состав желчегонных, мочегонных и грудных аптечных сборов. Посадите еще такое растение, как тимьян, у себя на дачном участке, и вы обеспечите себя приправой к разнообразным белковым блюдам животного происхождения. Тимьян или чабрец очень вкусно пахнет. Чай из него получается не только полезный, но и очень ароматный. Тимьян – это очень полезное растение, его еще называют чабрецом, лимонным душком, богородской травой или чебаркой. Растение используют при простудных заболеваниях. Помогает снять ревматические боли, воспаление и отечность. Он также поможет и в нормализации сна, избавит от перхоти и укрепит волосяные луковицы и ногти. Тимьян содержит комплекс витаминов группы В, а также антиоксиданты, богат эфирными маслами. Лучшее время для посева этой многолетней травы в грунт – начало апреля на солнечной территории или в полутени. Семена можно посадить и на рассаду, для этого подойдет время середина марта. Всходы уже появляются через пару недель. Розмарин. Розмарин – это еще одно растение с оригинальным внешним видом и полезными свойствами, которое можно высадить у себя дома на подоконнике или же на грядке. Его используют в кулинарии в качестве пряности для мяса и рыбы. Из-за необычного запаха, который сочетает в себе ноты эвкалипта, камфоры, сосны, цитруса и лаванды, его любят использовать в ароматерапии и парфюмерии. Посадив у себя это растение, вы всегда под рукой будете иметь свежее полезное средство, ведь розмарин содержит 40% от суточной нормы витамина С и А и фолиевую кислоту. Вырастить розмарин можно из семян или черенками. Если у вас еще нет этого растения, тогда нужно использовать семена. И правильнее всего будет выращивать розмарин через рассаду. Высаживать его рекомендуют на солнечную сторону дома, без сквозняков, в легкую щелочную почву. А проще всего, конечно, посадить его в цветочный вазон и выставлять летом у себя на садовом участке, а осенью забирать к себе на подоконник. Ведь это южное растение, и оно переносит температуру только выше 0 градусов.
Еще одно растение, на которое стоит обратить внимание, это мята. Одна из самых известных пряностей, без которой невозможно представить вкус многих блюд и напитков. Достаточно вспомнить всем известный освежающий коктейль мохито. Или же любимый ароматный вкусный травяной чай из мяты. Вырастить это растение не составит особых усилий. Самый распространенный сорт выращивания – мята перечная. Это многолетнее и очень неприхотливое растение, и можно высаживать как осенью, так и весной и летом. Сеять семена можно же сразу в грунт. Перед посадкой важно знать, что мята очень быстро разрастается по всему участку, поэтому можно предварительно выбрать и оградить участок от разрастания растения повсеместно. Мята послужит украшением вашему саду со всеми ее полезными свойствами. Полезность мяты заключается в наличии витаминов, таких как В, С, дубильных веществ. Главный компонент мяты – эфирное масло ментол. Содержатся также флавониды, каротин и другие полезные вещества. Хочется подытожить наше видео и сказать, что очень полезно пить травяные чаи, но нужно знать, что любая трава, кроме положительных свойств, имеет и противопоказания. Поэтому лучше не злоупотреблять одной травой, а чередовать травы в использовании. Как говорится, все хорошо в меру. На сегодня у нас все. С вами был интересный канал Интерес. Подписывайтесь к нам, если видео было полезно. Ставьте лайки, нам будет очень приятно. До новых встреч!